Сегодня мы собрались в садик с девочками. Первый раз Амелька пойдет в садик. Не знаю даже, как все это пройдет, но она сейчас настроена позитивно. Собирается ехать на мопеде в сад. Приехали в сад. Амелька играет. Детки на улице играют. Амелька с игрушками. Тебе нравится, Амель? Остаешься? Амелия пока не готова оставаться одна. Соня с удовольствием, мне кажется, осталась бы уже первый день. Девочки сели завтракать. 9:30 завтрак. Детки разных возрастов кушают вместе. Это, конечно, здорово для малышей, потому что они смотрят на старших и повторяют. Но Соне не очень понравился завтрак. Сонечке была гречка с папайя, но она не ест папайю. Он недовольный сидит, ковыряет. Хотя гречку она любит. Расстроила, что папайю положили прямо на гречку, а не рядышком. Вот выбирает только гречку. Воспитатели в этом садике очень милые. Пытались развлечь Амельку, завлечь ее в игры. Но она все равно меня из вида не выпускает. Если я только куда-то ухожу, сразу бежит следом. Если пару недель, может быть, тройку она походила, может, и привыкла бы. Ну что, мы потусовались в садике. В общем, Соня решила остаться. Сейчас там вот они обедают. Где-то вон она там. А Амелька уже устала, хочет спать. И я очень устала с ней. Она потому что меня не отпускает. Ей нужно все время, чтобы я была рядом. И это очень томительно. Поехали домой. Друзья, привет! Сегодня ночью, примерно в 100 с лишних километров от острова Бали, произошло сильное землетрясение магнитудой больше 7 баллов. Мы почувствовали это, проснулись ночью. Это было очень страшно. Но толчки быстро прекратились. Потом мы не могли долго уснуть. Думали об этом, думали, как вообще хрупка человеческая жизнь, как важно наслаждаться каждой секундой жизни и не стремиться куда-то, не бежать все время, а быть в моменте, радоваться жизни, радоваться, что твои близкие рядом. В общем, живите сегодняшним днем и радуйтесь жизни. Всем здоровья! Ну, а детишек тем временем все идет своим чередом. Амелька так хорошо подружилась с Левой. Они практически одного возраста и так здорово вместе проводят время, играют. Мы пришли на детскую площадку, на пляж. И здесь на деревьях белочки. Амелия. Детишки наблюдают за ними, кормят. Им очень нравится. Все в полном восторге. Санур очень популярное место для туристов с детьми. Здесь много разных развлечений. Здесь есть одно кафе такое, в котором по воскресеньям, последнее воскресенье месяца, выпускают маленьких черепашек в океан. Но в последнее воскресенье месяца мы почему-то были заняты. И сейчас мы пойдем в то место, где выращивают этих черепашек, прежде чем выпускать. Черепашатник, так называемый. Он находится прямо на берегу. В самом центре Санура. Сейчас пойдем посмотрим. Здесь очень популярный райончик, тоже очень много разных торговцев, лавок. А мы пришли вот сюда. Здесь в таких контейнерах маленькие черепашечки. Ой, какие маленькие. А можно их попробовать? Не знаю, думаю, нет. А здесь огромные черепахи. Плавают в бассейне. Плавают в бассейне. Там в мультике Эльзианна. Это вроде как станция спасения черепах. А вот таких крошечек, наверное, как раз выпускают в океан. Малыши. Малыши, мам, а можно их Там покормить? чуть-чуть побольше. Можно их покормить. Папа, идем скорее сюда. Ой, маленькие какие. Смотри, вот здесь. Огромная какая. Можно их
На этой станции заботятся о маленьких черепашках, подращивают их чуть-чуть и отпускают в океан. Потому что пляжи стали туристическими, и черепашкам негде откладывать яйца. Чтобы они выживали, нужна специальная служба, которая будет перекладывать яйца и потом отпускать малышей в океан. Здесь на солнышке песочек, в котором закладываются яйца. Здесь черепашки растут, пока не вылупятся. Нам сказали, мы сейчас можем выпустить черепашек в океан. София и Лиля сейчас возьмут черепашек и отпустят их. Черепашка, черепашка. Держи крепко. Малыш черепашка, смотри. Yeah, I will help. I will help there. Okay, пойдем. Такие малыши сейчас Okay, мы их so will you отпустим. show us how to do it? Over there, you put in the water, yeah, in the corner. Just in the Настоящая маленькая черепашка. Надеюсь, у нее все будет хорошо. И она успешно вырастет в океане. Видимо, эти черепашки уже достаточно выросли, их нужно выпустить в океан. Все? Да, выпускай. Сонь, подальше. В воду. Прям в воду, еще дальше зайди. Еще дальше. По колено хотя бы зайди. Маленький поплыл, смотри. Еще один маленький. Надо подальше их, Зай. Думаешь? Смотри, не знает, куда деться. Давай этого трошка подальше выпустим. Ой, еще там, смотри, малыш плавает. Мама, мне почти Ну что, плыви, дружок. Плыви. Расти большой. Ой, как ребенок маленький. Мы выпустили черепашек в открытый океан. Такое классное чувство. Надеюсь, что с ними будет все хорошо. Тут лодочки, правда. Но, наверное, как-то они справятся. Будем на это надеяться. Удивительное событие. Вообще никогда в жизни не видела таких маленьких черепашек так близко. И это так волшебно и классно. Человек, который там работает, сказал, что чем больше черепашка, тем больше шансов у нее выжить в океане. Поэтому они их подращивают до какого-то размера и отпускают. Не сразу выпускают, как они вылупились из яичка. Как вам впечатление от черепашек? Что вы думаете об этом? Слушай, меня смутило только то, что этот мужик, он какой-то странный в том плане, что он не выращивает черепашек определенного калибра, да, и выпускает их, а он странно, у него там черепахи разного возраста, разного размера, и мы не понимаем, то есть, почему он всех не выпускает сразу. То есть он каких-то растит, какие-то прям вообще реально здоровые. То есть вот у меня сразу мысли такие, а что они, то есть если они выросли в неволе, они будут приспособлены на всю жизнь, в дикой там среде. Как-то странно это. И мы выпустили совсем крошечных, таких маленьких. При этом я так понимаю, что чем больше они подрощены, тем больше у них шансов на выживание. Это, непонятно. То есть, но в целом, сам вот этот момент, когда ты черепашку выпускаешь, он, конечно, прикольный. В том плане, что, ты смотришь, как они себя ведут, как он там собирается с силами, как он бежит, там, старается, и уже прибой уплывает. Мы выпускали двух, первый, прям уже мы когда его несли в баночке, он уже как компас, то есть на океан так реагировал, то есть он четко знал, куда ему плыть, куда бежать. И я вот его выпустил, он прям сразу форснул, и все, его след прослыл. А второй, вот которого Соня выпускала, она его выпустила, его волной прибойной, он не понял, куда ему бежать, его выбросил на берег. Он сидел, втыкал, потом раз, собрался и тоже по чуть-чуть начал уже ползти, там, начал в сторону океана стремиться, и в итоге у него тоже все получилось, он уплыл. Вот этот момент, конечно, было интересно за ним наблюдать, смотреть. Такие интересные чувства. Понравилось? Да, мне понравилось. Рекомендуешь? Единственное, да, я рекомендую, единственное, что я вот переживаю, что все ли будет с ними хорошо, в том плане, что такие
чуть-чуть выпустили. При этом этот мужик их выращивает на даче. Я не знаю. Все будет хорошо, не волнуйся. Черепашки передают нам привет. Вот и подошло к концу время нашего пребывания на Бали. Мы упаковали чемоданы. Сегодня ночью полетим ночным рейсом с пересадкой через Манилу на Филиппины в город Сибу. Вот, посмотрим, как это все пройдет, потому что рейс у нас ночной. Я думаю, будет нелегко с детьми, но, надеюсь, мы выдержим это. Коротко хочу рассказать свои впечатления о Бали. Мне очень понравилось, так сильно, что даже не хочется уезжать, даже несмотря на то, что за окном у нас там стройка была и летело очень много пыли, но это не так сильно нас огорчало, потому что мы много времени проводили вне дома. Эта вилла находится очень близко к океану, мы ходили практически каждый день, с Амелькой гуляли. Сонечка несколько дней у нас походила в садик, ей тоже очень понравилось. Но садик здесь достаточно дорогой по сравнению с тем же Ереваном, где мы ходили, или в Турции, в Анталии. Но она была очень довольна здесь этим садиком. Это как раз тот садик был, в котором мы ездили на День открытых дверей. И очень довольна этим садиком. Надо больше зарабатывать. Сам Бали нам тоже очень понравился. Он прям манит и не хочет отпускать, не хочется уезжать. Я думаю, что мы еще раз приедем сюда обязательно. Очень встретили много интересных людей, много чего узнали. И здесь классные, вообще интересные люди. И, кстати, местные люди очень доброжелательные. Не знаю, почему мне кто-то из моих знакомых рассказывал, что здесь достаточно опасно. Абсолютно я не почувствовала это. Была ситуация, когда я забыла свой телефон в такси и ночью на мопеде ездила по всему острову, по району, по городу Денпасар. И, в общем-то, не было ощущения опасности. То есть город живет спокойно своей жизнью, ночной, никакие банды там по улицам не орудуют, все доброжелательные. В общем, я не почувствовала, чтобы здесь была какая-то опасность. Но, как и в любом городе, есть там воришки, мошенники и всякие разные другие люди. Но в целом все очень позитивно настроены и к иностранцам хорошо относятся. Это плюс. Ну все, загрузились. Сейчас садимся в такси и в путь. Спасибо, дорогая вилла. Прекрасно мы здесь проводили время. Но самое главное, спасибо ребятам, которые нас приютили здесь, за хорошую компанию и хорошее настроение. Все, в путь. Уже темно, мы по темноте грузимся. В час ночи у нас рейс. Будет ночной перелет. На Бали очень красивый аэропорт с таким внутренним двориком, садом. Народу не очень много ночью сейчас. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо большое за просмотр. Продолжение следует. Пока-пока. Manila. Mabuhay! Philippine Airlines, the heart of the Filipino, welcomes you on board CR 538 bound for Manila. A pilot and command is Captain Roderick Lindog, assisted by First Officer Kane Mondehar.